По сей день ходят многочисленные споры о том, действительно ли глава Третьего Рейха Адольф Гитлер погиб в своем берлинском бункере в конце Великой Отечественной войны. Или же он сбежал в Южную Америку со своей женой Евой Браун, где они вместе прожили остаток своих жизней. Звучит маловероятно, но, как говорится, чем черт не шутит. Наряду с официальной версией существует еще несколько суждений о судьбе Гитлера. Научное издание «Европейский журнал внутренней медицины» опубликовал результаты работы исследователей из Франции, которые смогли получить доступ к зубам и фрагменту черепа Гитлера, хранящимся в Москве. По мнению специалистов, строение фрагмента черепа полностью соответствует рентгенографическим снимкам черепа вождя Третьего Рейха, сделанным за год до его смерти. Анализ одного из зубов, проведенный при помощи электронного микроскопа, показал наличие отложений зубного камня при отсутствии следов мясного волокна. Известно, что Гитлер был вегетарианцем и мясо не употреблял. Также ученым удалось обнаружить следы цианида, прямо указывающие на отравление. Эти зубы подлинные, нет никаких сомнений. Наше исследование доказывает, что Гитлер умер в 1945 году. Мы можем остановить все теории заговора насчет Гитлера. Он не сбегал в Аргентину на подводной лодке, он не прятался ни на секретной базе в Антарктиде, ни на темной стороне Луны, заявил агентству France Press специалист по медицинской и юридической антропологии профессор Филипп Шарлье. Однако теория о том, что Адольф Гитлер не погиб в Берлине, а бежал, прожив инкогнито долгие годы, существует уже десятилетия. Автор книги «Серый волк. Бегство Адольфа Гитлера», бывший репортер агентства Reuters Джерард Уильямс, в одном из своих интервью ведущему английскому телевидению Джейми Тикстону утверждал следующее. Нет никакого заключения судмедэкспертов, подтверждающего, что Адольф Гитлер и Ева Браун умерли в бункере в Берлине в 1945-м. В наше время существует множество информации, указывающей на то, что Гитлер сбежал и добрался до Аргентины, где прожил до 1962 года, согласно нашим исследованиям. Люди часто думают, что это глупая теория заговора, но я очень долго работал журналистом и изучил новости тех времен, которые сообщали такие организации, как BBC, Associated Press и Reuters. Все они тогда цитировали Сталина, заявив, что Гитлер бежал в Испанию или Аргентину. В научном журнале был подробно описан сам бункер и пути побега из рейхсканцелярии. Это было опубликовано в одном из изданий Time. В Newsweek были подробности того, как это могло произойти. В 1947 году в польском суде капитан Петер Баумгарт из секретного подразделения Люфтваффе описал, как улетел с ним на самолете с временного аэродрома на Гогензоллерндам, где и сейчас находится Большой бульвар. Согласно Уильямсу, все было спланировано до мельчайших подробностей, включая даже одежду, которую должны были надеть двойники, чьи трупы потом приняли бы за тела Гитлера и Евы Браун. Из личных покоев Гитлера в рейхсканцелярию шел тоннель. Он был скрыт за бетонной панелью, которая отодвигалась, и за ней находились ступени, ведущие вниз в еще один бункер. Из этого бункера ступени шли к берлинскому метро. Они сбежали в другой бункер, оттуда добрались до подземной железной дороги. Проехать им было нужно не так уж далеко, 10-15 километров. Когда у них появилась возможность, они вышли из метро на одной из станций и попали на временную взлетно-посадочную полосу. Ее мы видели на фотографиях, сделанными королевскими ВВС. Для нее расчистили дорогу. У самолета Ю-52 короткий взлет и посадка, он может быстро оторваться от земли. Согласно Уильямсу, небольшая группа, уклоняясь от пожара и взрывов, добралась до улицы Гогензоллерндам, которая проходила через центр Берлина. Некогда популярный бульвар теперь превратился во взлетно-посадочную полосу, на которой поджидал самолет Юнкерс-52. Им управлял Питер Баумгарт, опытный пилот Люфтваффе. Гитлер и его спутники чудом избежали железной хватки наступающей советской армии. Берлин был бесполетной зоной, только вот авиационного прикрытия почти что не было.
У русских были штурмовики, которые пытались попасть в самые значимые мишени. Не было никакого радара, неизвестно было, где что находится, через немецкое воздушное пространство можно было легко просочиться. В те времена боевое патрулирование не велось на всех без исключения воздушных эшелонов. Самолеты союзников были рассредоточены. В 1945 году улететь из Берлина было очень и очень легко. Оторвавшись от земли, Гитлер покинул любимую Германию и устремился к новой жизни. Но куда именно вел самолет Питер Баумгарт? Согласно исследованиям Уильямса, конечной целью была Аргентина. Самолет взлетел и покинул Берлин, сначала на базу в Магдебурге. Там он зачем-то остановился, возможно, для дозаправки. Оттуда он полетел в Тёнер, в Дании. Там офицер СС видел, как Гитлер сошел с самолета, о том же заявил капитан Баумгарт. Он сдал Баумгарту чек, кажется, на 20 тысяч рейхсмарок. Теперь-то он стоит больше, но, пожалуй, это неплохая благодарность. И затем другой Ю-52 отвез их в Травенмюнде. Давая показания в Варшавском суде в 1947 году, капитан Питер Баумгарт сказал, что вывез Гитлера и его спутников, изложил совершенный маршрут. В Тёнере также находился раненый офицер СС, который также на допросе описал прибытие пассажиров и то, как Гитлер обратился к раненым солдатам на земле. Если Уильямс прав и Баумгарт вывез Гитлера из Берлина, то путь в Аргентину точно не был прямым. После приземления в Дании он полетел в Испанию, где генерал Франко предоставил ему самолет, чтобы долететь до Канарских островов. Оттуда фюрер на подводной лодке доплыл до Аргентины, где ступил на берег в 500 километрах от Буэнос-Айреса. Идея того, что Гитлер бежал из берлинского бункера, очаровала конспирологов еще с окончания войны. Для многих эта история кажется абсолютной фантастикой, но десятки тысяч нацистов бежали после войны, в том числе пресловутый Адольф Эйхман и Йозеф Менгеле. Разве Гитлер не мог бежать вместе с ними? Нельзя исключать, что Гитлер действительно сбежал из Берлина. На сегодняшний день никаких официальных заявлений на эту тему нет, как не было их и в прежние времена. Действительно, есть документы, подтверждающие уничтожение трупа Гитлера, и в подлинности этих документов нет ни малейших сомнений. Однако таких же бесспорных данных о том, чьи это были останки на самом деле, не существует. Поэтому, даже если представить себе, что Гитлер мог спастись и скрыться, а кому и зачем он был бы нужен? Только как символ, но мертвый, героически павший на своем боевом посту. Мертвый он был даже выгоднее нацистам, чем живой, потому что живой слепой старик с дрожащей левой рукой, не функционирующий без приема многочисленных лекарственных препаратов, отдающий распоряжения, которые невозможно выполнить даже в воображении, вовсе не то, что героический фюрер, погибший в осажденной большевистскими ордами столице, ведя неравную борьбу с врагом. И нынешним политикам далеко не выгодно признавать факт спасения фюрера, символ надежды. Ведь ситуация по сути не изменилась. Нацизм также культивирует как эффективный инструмент для борьбы против России. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии. До новых встреч!